Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Как мы и обещали в предыдущем видео, сегодня мы поговорим о поливочной воде, о сухих минеральных удобрениях и о питательных смесях, приготовленных на их основе. Мы будем говорить о той воде и о тех удобрениях, которые применяем для своих растений. Мы вам назовем основные пропорции основных питательных веществ азот, фосфор и калий, согласно которой вы можете подобрать удобрения той или иной фирмы-производителя. Многие цветоводы для полива своих антуриумов используют водопроводную воду. Но, к сожалению, водопроводная вода в разных регионах имеет разные показатели жесткости, как временной, так и постоянной, а также разные показатели pH. К примеру, вода в нашем регионе, а конкретно в нашем городе, вполне пригодна для полива антуриумов, так как ее показатели в зимний период времени жесткость 1,2, pH 6,8-7. В летний период времени жесткость 2,4, pH 7,2, 7,6. А как мы уже знаем, по сообщениям нашим на форуме, на сайте и в нашей любимой группе WhatsApp, идеальная вода для полива антуриумов должна соответствовать показателям жесткость от 0 до единицы и pH 5,5-6. Такими показателями похвастаться может только дистиллированная вода, дождевая вода или вода с фильтра обратного осмоса. Как же в домашних условиях определить, соответствует ли наша водопроводная вода тем показателям, которые пригодны для полива антуриумов, либо нет? Мы используем недорогие тесты фирмы Милпа. Обратите внимание, это тест для определения жесткости общей постоянной, это тест для определения жесткости карбонатной временной и тест для определения pH. Эти тесты можно купить в любом зоомагазине в отделе «Все для аквариумов». Каждый тест имеет подробную инструкцию, согласно которой вы в домашних условиях можете легко сделать тест своей водопроводной воды. Допустим, сделали вы тест, и жесткость вашей водопроводной воды менее 6 единиц. Эту воду можно использовать для полива растений, но предварительно смешать ее с дистиллированной, дождевой, либо с водой из фильтра обратного осмоса в пропорциях 50 на 50. Если же жесткость вашей водопроводной воды более 6 единиц, такую воду уже использовать, конечно, нельзя. И смешивать ее тоже не имеет никакого смысла. Остается тогда либо применять дождевую, либо дистиллированную, либо воду с фильтра обратного осмоса. Но дождевая вода не вся подойдет для полива антуриумов. Если в вашем городе расположена промышленная зона с большим выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, конечно, такую воду уже использовать нельзя. Остается либо дистиллированная, либо вода с фильтра обратного осмоса. Но я бы советовала тем цветоводов, у которых огромные коллекции антуриумов, все-таки задуматься о приобретении фильтра обратного осмоса. С его приобретением в вашем доме всегда будет чистая вода, которая вполне пригодна для полива антуриумов, а также для приготовления питательных растворов. Показатели воды с фильтра обратного осмоса идеальные, то есть жесткость у нее нулевая, а pH 5,0. Мы подошли ко второй части нашего видеоролика, это приготовление питательных растворов. Вода, лишенная солевых примесей и идеально подходящая для этих целей, у нас уже есть. Это вода дистиллированная, вода с фильтра обратного осмоса и дождевая вода. Давайте начнем с того, что удобрений существует огромное множество. Есть удобрения в жидком виде, есть удобрения в сухие,
Ну и также есть удобрения, которые содержат в своем составе полный комплекс макроэлементов, только макроэлементов. А как мы уже знаем, макроэлементы – это азот, фосфор и калий, сокращенно МПК. Есть удобрения, которые содержат в своем составе только микроэлементы – железо, марганец, цинк, бор и так далее. Существуют удобрения, которые содержат в своем составе как микроэлементы, так и макроэлементы. Эти удобрения называются комплексными. Также удобрения содержат разные пропорции основных питательных элементов. Все зависит от того, для каких целей вы используете то или иное удобрение. То есть, вы хотите, чтобы ваш анториум обильно цвел, добавляйте удобрения, в которых больше фосфора. Хотите плодики, добавляйте удобрения, где большое содержание калия. Вот. Ну а хотите обилие листовой массы, тогда вам те удобрения, которые содержат азот в большей степени. Приглашаю вас в нашу химическую лабораторию. Начнем мы с этого удобрения. Это удобрение для всех цветущих растений. Применяется оно, в принципе, и для цветущих, и для плодоносящих. Ну, в принципе, можно сказать, для всех. Это удобрение содержит одинаковые пропорции всех питательных элементов. Назовем его так: 3-3-3. То есть здесь 3 части азота, 3 части фосфора и 3 части калия. Это удобрение мы в основном применяем для взрослых больших растений. Но иногда и добавляем в питательные растворы для малышей. Возможно, там у тех растений, у которых проблемы с корнями. Следующее удобрение. Это 2 удобрения, в которых содержание фосфора меньше, чем здесь. То есть вот удобрение 3,1,6 и удобрение 3,1,3. То есть в этом удобрении 3 части азота, 1 часть фосфора и 6 частей калия. В этом удобрении 3 части азота, 3 части фосфора и 3 части калия. Вот эти удобрения мы применяем для маленьких растений. Следующее удобрение очень даже интересное. Обратите на него внимание. Это удобрения, содержащие микроэлементы. Как я уже говорила, это марганец, железо, бор, цинк и множество других. В этом удобрении питательные элементы находятся одновременно как в минеральной, так и в хелатной форме. О его применении поговорим попозже. Следующее – это кальциевая селитра. Так как мы используем дождевую либо дистиллированную воду, то в этой воде кальция практически нет. Поэтому нам необходимо его вносить при приготовлении питательных растворов, так как производители всех комплексных удобрений не добавляют кальций в свои удобрения, так как рассчитывают на то, что в водопроводной воде кальций уже присутствует. Следующее. Мочевина. Мочевину мы используем для листовой подкормки в комплексе с удобрением, содержащим микроэлементы. Об этом мы во всем поговорим попозже. Давайте начнем с основного. На примере своих домашних растений я вам расскажу, как правильно приготовить питательные растворы. Итак, зиза. Это уже взрослое растение, сформировавшийся кустик. Не смотрите, что он такой маленький, невысокий. Это сорт такой компактненький, миниатюрненький. Растение уже взрослое, цветет. Это домашнее цветение.
Здесь у него еще скоро будет цветочек. Листовой массы здесь достаточно. Для этого взрослого сформировавшегося куста я буду использовать удобрение 3-3-3 и удобрение 3-1-6. То есть эти два удобрения я буду использовать в комплексе. Делая именно так, я тем самым поднимаю концентрацию калия в питательном растворе чуть выше. Растение взрослое, сформировавшееся, поэтому для него надо взять удобрений побольше. А точнее 0,5 грамм на литр поливочной воды. Беру я эти два удобрения в равных пропорциях. То есть 0,25 грамм 3,3,3 и 0,25 грамм 3,1,6. Это уже лишнее будет. Так, аккуратно. Мне, видите, удобно взвешивать, потому что у меня есть весы. У кого нет весов, конечно, это будет сделать довольно-таки проблематично. Но я попытаюсь вам помочь. Не знаю, видно, нет, я просто боюсь рассыпать. Вот примерно такое количество удобрений. 0,5 грамм. Разбавляю его в литре поливочной воды. Надо подождать некоторое время, чтобы удобрения хорошо растворились. Сразу, когда насыпаю, здесь виден осадок. Этот осадок должен уйти. Можно помешивать, можно просто оставить в сторонку его и заняться своими делами. Потом подойти, посмотреть. Ага, растворилось. Значит, раствор готов к поливу. Ну, в принципе, у меня, можно сказать, тоже растворилось. Наше растение. Аккуратно проливаем, не торопясь, по всему периметру горшка. Надо так, чтобы весь грунт был пролит. Пролили. Ну, примерно вот на горшок объемом 1,6 литров у меня ушло, ну, чуть больше 200 миллилитров. Так, теперь надо отставить этот горшок, подождать некоторое время. Лишняя вода стечет в поддон. Вот сюда. Вот у меня уже здесь стекла. Ну, еще пусть какое-то время постоит. Потом лишнюю воду с поддоном мы сливаем. Со взрослыми большими кустами мы разобрались. Приступаем к маленьким. У всех у нас есть малыши, которые тоже нуждаются в подкормке. Это мои малыши. Эти растения не так давно были отсажены от материнского куста, но уже хорошо адаптировались и пошли в рост. Это растение выпускает новый листик. На этом растении лист уже почти раскрылся. Для малышей мы будем использовать удобрения с большим содержанием калия. То есть это удобрение 3,1,6, либо удобрение 3,1,3. Фосфор, конечно, малышам тоже нужен, но не в таких больших количествах. Поэтому отлично подойдут эти удобрения. Вы можете использовать либо это, либо это. Ну, то, что у вас есть в наличии, тем, пожалуйста, и пользуйтесь. Так как растения маленькие, то, соответственно, и удобрений им потребуется меньше, чем большому взрослому кусту. Взвешиваем 0,25 грамм
на литр поливочной воды. Опять же, попытаюсь вам показать, сколько это получается. Но дело в том, что бумажка светлая и сами удобрения светлые. Ну вот, надеюсь, вам видно. Опять же, литр воды. Все это ссыпаем. И так же, как и в первом случае, мы ждем, когда гранулы удобрений растворятся. Затем будем проливать растения. Пока гранулы не растворились, удобрять не стоит. Надо подождать некоторое время. Так. Как мне кажется, готово. Также проливаем по периметру всего горшочка. Если это можно назвать горшочком. Стаканчик, скорее всего. Так, чтобы вся поверхность была пролита. Вот, как видите, лишняя вода стекает. Надо дождаться, когда лишняя вода стечет поддон. У меня вот такой поддончик. И слить ее. Почему именно такое количество удобрений мы берем? 0,5 грамм на литр поливочной воды для взрослых растений и 0,25 грамм удобрений для малышей. Во-первых, мы вносим питательные элементы в грунт своим растениям раз с каждым поливом. Поэтому опытным путем, экспериментальным, мы доказали, что именно это количество удобрений как нельзя лучше подходит для растений. А теперь изюминка, о которой говорил и которую обещал Сергей участникам нашей группы WhatsApp. В предыдущем ролике мы уже сказали, что кокосовый субстрат хорошо промывается водой. Это одна из причин, по которой мы используем кокосовый субстрат при составлении своих почвенных смесей. Вот представьте, мы вносим питательные элементы в грунт с каждым поливом. Через какое-то время мы не знаем, с каких и веществ растение усвоило больше, а какие вещества остались в грунте. То есть для этого нам надо сделать химический анализ почвы. Ну, долго, трудоемко. Поэтому мы раз в 2 месяца делаем промывку грунта. Не надо пугаться, это не мыло, не щетка, ничего мы чистить и мыть не будем. Мы проливаем грунт обычной чистой водой. Дистиллированная, дождевая, либо вода с фильтра обратного осмоса. Водопроводную воду ни в коем случае использовать нельзя. Смысла не будет от этой промывки. Но перед тем, как это сделать, надо подготовить растение. То есть последний полив у нас должен быть с добавлением в питательный раствор кальциевой селитры. Запомните, 0,5 грамм на литр поливочной воды. То есть последний полив развели кальциевую селитру, я уже не буду это показывать, пролили растение, оставили. Верхний слой грунта просох, так как на моем растении. Надеюсь, вам это видно. Приступаем к промывке. Я беру дистиллированную воду и аккуратно по всему периметру горшка, не торопясь, проливаю грунт. Надо будет подождать потом некоторое время, чтобы лишняя вода стекла в поддон. Все как по схеме. Проливаем. Ждем. Ну вот представьте, мы промыли грунт, то есть он оказался чистым, скажем так, почти стерильным. Следующий полив у нас будет, ну, примерно через месяц. То есть на месяц мы это растение
извините, через неделю зарапортовалась. Примерно через неделю полив будет, повторюсь. То есть на неделю мы это растение оставили без питательных веществ. То есть оно будет голодать. А этого категорически делать нельзя. Поэтому после того, как лишняя вода у нас стекла в поддон, надеюсь, это уже произошло, да, мы ее сливаем. И сверху на еще влажный грунт проливаем питательным раствором, который будет содержать в своем составе это, повторюсь, 3-3-3, то есть равное количество азота, фосфора и калия. И 3-1-6. 3 азота части, 1 часть фосфора, 1 часть калия. В равных пропорциях. То, что мы делали при поливе вот этого растения. Я уже готовить не буду раствор. Он у меня остался после полива этого растения. И то есть этим же раствором сверху на влажный грунт проливаем. Также по всему периметру, аккуратно, не торопясь. Не бойтесь, что вы зальете растение. Нет, лишняя вода уйдет в поддон. Вы ее опять же удалите. Ждем. Ну и это еще не все. Все уже давно слышали и знают о биостимуляторах. То есть мы хотим сразу после промывки грунта простимулировать растения любым биостимулятором, кто к какому привык. Циркон, эпин, HB101. Я пользуюсь HB101. Его разбавляют 2 капли на литр воды. У меня здесь пол-литра. То есть я буду 1 каплю. Я использую для этих целей шприц. Ну, можно пипетку, кто к чему привык. Добавляем 1 каплю. И затем этим раствором мы обработаем листовые пластины нашего растения. Ну, занимать у вас много времени не буду, чтобы прям показывать, как я все растение обработала. Как видите, оно у меня очень пышное. Хорошо кустик так разросся. Обработали. Надо, конечно, получше и нижнюю часть тоже листовых пластин обработать. Обработали мы это растение. Но и это еще не все. На следующий день надо, желательно в утренние часы, пока солнце еще не встало и солнечные лучи не попали на ваше растение. Либо если вы используете искусственное освещение до включения ламп, надо обработать листовые пластины вот этим удобрением. Это, напомню вам, вначале я показывала, это микроудобрение. Делаем раствор. Я сейчас покажу, как этот раствор приготовить. Но, как я уже повторюсь, применять это удобрение надо только в утренние часы и на следующий день. То есть вот этот раствор, который я сейчас сделаю, я его использовать не буду, потому что надо использовать только свежеприготовленный раствор. Здесь как раз и пригодилась наша моксилина, о которой я в начале ролика говорила. Ее берем 0,5
0,5 грамм. Ой, она такая вот неудобная. Ее, кстати, взвешивать очень даже неудобно. Она почему-то расплывается у меня. Сначала добавляем ее в воду, ждем до полного растворения. Растворяется она довольно-таки быстро. Пока она растворяется, готовим новый состав. Ну вот, я и ложечку потеряла. Микроудобрение мы используем 0,25 грамм на литр поливочной воды. Взвешиваем. Тоже лишнее будет. Добавляем. Также все это тщательно перемешиваем. Ждем до полного растворения. И потом утром мы будем опрыскивать наше растение этим раствором. Повторюсь, свежеприготовленный и только в утренние часы при отсутствии освещения. А теперь подведем итог. Мы подготовили растение к промывке с последним поливом. Внесли туда кальциевую селитру 0,5 грамм на 1 литр поливочной воды. Далее мы промыли грунт чистой водой. Можно использовать дождевую, дистиллированную, фильтр обратного осмоса, но никак не водопроводную. Внесли комплекс макроудобрений. Подкормили наше растение. Следующий этап у нас был. Мы обработали растение биостимулятором. То есть дали ему толчок к росту. А как мы знаем, биостимуляторы часто применять не рекомендуется, а тем более на бедных, лишенных питательных веществ почвы. Поэтому использование биостимулятора мы приурочили промывку грунта. Следующий этап у нас был. Это микроудобрение. На следующий день в утренние часы мы обработали наше растение микроудобрениями. Обязательно с добавлением мочевины. Обязательно. Мочевина помогает удобрениям дольше удержаться на листовой пластине. Мы рассказали вам свой секрет. Поверьте, в таком режиме наши растения живут, развиваются, растут, цветут в течение всего года. И как вы видите из фото, выложенные в группе WhatsApp, на сайте, на форуме, они отлично растут, развиваются, цветут. Проблем, в принципе, с ними никаких не возникает. Поверьте, если вы сделаете все точно так же, как мы сейчас вам рассказали, не нарушая ни одного из сказанных нами правил, ну поверьте, через несколько дней вы увидите, что ваше растение действительно преобразилось, оно начало дышать, листики стали зеленые, появился глянец. Вы будете просто восхищены тем успехом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное, ведь видеосериал наш еще будет продолжаться. И следующие темы будут так же интересны, как и это. Всего вам самого доброго.